Привет, друзья! Мы выезжаем из Рио, едем в сторону водопадов Игуасу, затем пересекаем границу с Аргентиной и едем в регион Сальта. Мы остались на кемпинге 3 ночи. Вчера к нам подъехали вот такие швейцарцы на 2 автобусиках. Посмотрите, на каких маленьких путешествуют люди. Сейчас будем заправлять воду. Везде вот такие краны, и нужно все время иметь с собой такой переходник. Накручиваем его, и все. Опа, опа, и все, вперед наливаем. Здесь у нас подключено электричество. Вот хороший кемпинг с бассейном, с завтраками. Рядом у нас дерево с помело. Покажи. Вот. Сейчас скажу. Вот так растут помело. Они еще зеленые, но мы одну сорвали чуть-чуть желтенькую. И там внутри очень-очень маленький был фрукт. Вчера мы выпили кокос. И сегодня я его разрублю пополам, чтобы съесть мякоть. Для этого у меня есть топорик, который мы купили то ли в Финляндии, то ли в Норвегии, не помню. В Индии. В Индии. Вот. Такой вот удобный, классный топор. Орешек. Вот такая сердцевина. Можно есть. Вкусно. Друзья, сегодня мы делаем хинкали. Вот Оленька уже 3 штучки сделала, 4-ю крутит. Мы купили тесто такое готовое и сделали фарш. И все. Сегодня будет у нас грузинская кухня. Вы только посмотрите, как профессионально делает Оленька эти луковки закручивает. Они не такие большие, но и тем и хороши. Нам как раз пойдут по размеру. Хорошее тесто, мы из него уже и вареники делали. Да, тесто подходит под все виды блюд. Пирожки, вареники, пельмени, хинкали, хачапури. Вот такая вот у меня порция хинкали получилась. Друзья, на выезде из Бразилии мы решили посетить водопады Игуасу с бразильской стороны. Они обещают быть еще более живописными, чем с аргентинской. Сейчас мы это сравним, посмотрим. Нам нужно сесть на автобус и проехать до начала экскурсии. Маршруты начинаются в этом месте. Их несколько штук. Примерно за 2 часа мы обойдем весь парк и вернемся на кемпинг. Стоимость билетов по 100 реал на человека, то бишь это стоит 20 евро. По 20 евро. Пойдемте. Нас ожидает вот такой двухэтажный автобус. Второй этаж открытый. Ну, мы, конечно же, сели в самом начале, чтобы все было видно. Как только выходишь из автобуса, сразу попадаешь на площадку вот с таким удивительным видом. Сейчас мы пойдем вдоль водопада и посмотрим, насколько отличается бразильская сторона от аргентинской. Комплексом водопадов Игуасу владеют сразу 2 страны – Аргентина и Бразилия, и это сразу 275 водопадов. Большая часть из них находится на аргентинской стороне, но виды, которые открываются, конечно, лучше с бразильской. Плюсы аргентинской стороны. Там находится огромный парк,
в котором ходит даже небольшой поезд, множество дорожек, троп, по которым, гуляя, можно провести целый день. Плюс бразильской стороны – это обзорная площадка, откуда открывается восхитительный вид на центральный водопад системы «Глотка дьявола». Это впечатляющее зрелище. Вода срывается с вертикального утеса высотой более 80 метров в подковообразную котловину, над которой сияет та самая радуга. На наш взгляд, конечно, лучшие виды и больше впечатлений мы получили с бразильской стороны. Но побывать стоит с обеих сторон, потому что каждая из них уникальна. А здесь мы, промокшие и счастливые, рассказываем на видео, как нам все понравилось, не взяв микрофоны, и за шумом водопадов ничего не слышно. А еще, так как мы посетили аргентинскую и бразильскую сторону водопадов с разницей в 1 месяц, нам посчастливилось увидеть водопады в 2 цветах. В Аргентине после дождей водопады были коричневыми. Кто не видел, смотрите наш выпуск с водопадов Игуасу, Аргентина, ссылка будет под видео. В аргентинской части Игуасу мы видели насух, 2 туканов в живой природе и экзотическую птичку с синими бровями, название которой мы так и не нашли. А бразильская сторона нас порадовала красивыми бабочками и большим вараном. Все, друзья, мы покидаем Бразилию, о которой у нас осталось двоякое чувство. С одной стороны, это красивая страна со своими бескрайними джунглями, красивыми зелеными горами и прекрасным Атлантическим побережьем, а также своими историческими местами, ну и, конечно же, Рио и карнавал. С другой стороны, эта страна абсолютно не подходит для автопутешествий, на наш взгляд. Во-первых, нет инфраструктуры для кемперов, мало кемпингов и нет диких стоянок для остановки. Возможность переночевать есть только на заправках, на автобанах, где спят водители фур. Как правило, эти заправки оборудованы всем. Магазины, душ, столовая. Площади этих стоянок огромные, и к вечеру на них собирается несколько десяток фур. Кемпинги – редкость, даже на океане, и стоит в 2-3 раза дороже, чем в Аргентине. И это еще не все. Дневные дистанции в Бразилии у нас были большие. Мы много времени проводили в дороге и обратили внимание на низкую культуру вождения бразильских водителей. Особенно это касается водителей грузовиков. И вообще, Бразилия – это страна грузоперевозок. Аварийные ситуации создавались постоянно. Скоростной режим часто не соблюдается, и фура может тебя обогнать на скорости 120, а то и 130 км в час. В связи с этим мы видели каждый день аварии с участием грузовиков. Один раз проезжали аварию, где фуры были разбросаны по обоим сторонам дороги, как кегли. Мы не стали снимать этот контент из этических соображений. А вот вы видите аварию, где грузовик съехал на обочину, скорее всего, у него отказали тормоза и перевернулся. Можно видеть, как откуда ни возьмись появились люди и помогли его разгрузить. Разворовали памперсы. Мы рады, что провели больше месяца в Бразилии без происшествий. И с удовольствием спешим обратно в Аргентину. Я уже 5-й раз в Бразилии, был в разных местах, есть что посмотреть. Но лучше для этого использовать самолет. Заехали в очередную столовку, а тут как в ресторанах различное мясо нарезается. Выбираешь вырезки
Там запеченные всякие мясо. Ну, вот это тоже мясо, да? Взяли вот эту странную штуку, вот эту белую. Сердцевина пальмы называется. Это что там внутри? Вот это мы еще не знаем, что внутри. Сейчас отрежем, посмотрим. Ой, ну мясо должно быть тоже. Мясо, короче. Лазанья. Лазанья. А у меня с рыбой запеканочка. Запеканка рыбная. Вот. Это все вместе стоило с напитками 20 евро. Вот так. Вот такой вот удивительный фрукт. Мы ели нечто подобное. Очень сладкие, вкусные, полезные. Взяли один, но он чуть-чуть другой. Жалко, что они еще не соспели, а то мы это тоже взяли. Терговато, неохота ждать, пока не поспеет. Увидели мы все-таки в Бразилии один съезд с дороги, и это был водопад, на который мы решили заехать. После водопадов Игуасу теперь будет сложно, конечно, воспринимать другие водопады. Едем от города Сальта на юг, и вот эта удивительная дорога проходит через каньоны. И сейчас остановились в таком месте, называется Глотка Дьявола. Сейчас пойдем смотреть, поснимаем немножко, а потом, может быть, дрон запустим. После посещения Игуасу мы решили поехать в Аргентину, в винный регион Кафаяте. Чтобы туда попасть, было два варианта. Либо проехать через Парагвай, либо через Аргентину. По дороге мы встретили немецких путешественников, которые ехали из Парагвая в Бразилию и сообщили нам, что в Парагвае очень жарко, до 42, и они оттуда уехали. Так как мы уже устали от бразильской жары, решили сразу поехать в Аргентину, поближе к горам, обогнув Парагвай. В самой Сальте есть, конечно, уникальный музей, но нам не удалось туда попасть. А так мы нашли, где заправить газовые баллоны, потому что у нас уже заканчивался постепенно газ, и помыли машину. Все это стоило очень недорого. Газ здесь за литр 1 евро, помыть машину снаружи и внутри 7 евро. Мыло 4 человека. От Сальты до Кафаяты 200 километров. Мы не ожидали, что дорога окажется настолько красивая, с красными горами, зелеными долинами рек. Как оказалось, это было только начало красоты, и мы даже не ожидали, что увидим уже завтра. А сейчас посмотрите на эти прекрасные красные горы. Мы доехали до города Кафаяте, второго по значимости винного региона Аргентины после Мендосы, известного своими высокогорными виноградниками. Кафаяте – это небольшой колониальный городок на севере Аргентины. Туристов привлекает огненно-красный каньон Кебрада-де-лас-Кончас, который мы только что проехали, а также винодельни, которые можно посетить для дегустации вин.
В этом месте у реки в горах мы заночевали, а на следующий день мы выбрали винодельню и поехали на дегустацию. Наш выбор пал на винодельню Амалая, что на языке коренных индейцев Кальчаки означает «вера в чудо» и имеет символическое обозначение в виде круга. Долина расположена в северо-западной части Аргентины, в восточных предгорьях Анд. Интенсивное солнце в течение дня и прохладные ночи помогают выращивать виноград с концентрированным вкусом и хорошей кислотностью. Урожаи для создания вина собирают вручную в поместье, расположенном на высоте 1800 метров над уровнем моря. Мы выбрали дегустацию из 4 вин, 1 белое и 3 красных. Это стоило 10 евро. К вину мы заказали традиционные аргентинские пирожки эмпанадос с мясной начинкой. Здесь они были особенно вкусными, потому что приготовлены в печи. И сырную тарелку. Очень приятный запах. Классно освежает. Мы недооцениваем белое вино. Нам понравилось белое вино, и мы решили приобрести его с собой. Оно создано из винограда сорта Торонтос. Вместе с мальбеком они растут только в Аргентине. А теперь взглянем на это все с высоты птичьего полета. Мы покидаем Кафаяте и едем в сторону Боливии. До нее осталось 450 километров. А следующий регион, который мы посетим, называется Жужуй. Вперед! Смотрите и подписывайтесь.